В этом видео мы поговорим о персонаже Ханса Ланда, которого великолепно сыграл Кристоф Вальтз в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Ханс – один из моих личных фаворитов, и я знаю, что многие люди чувствуют то же самое по отношению к этому герою. Его часто называют одним из величайших злодеев в истории кинематографа. Прямо бинго! И не зря, ведь его персонаж – это не невидимый монстр, который заставит вас зарыться поглубже под одеяло от страха. Ханс безукоризненно и идеально выполняет порученную ему работу. Он всего лишь человек, но от этого его поступки становятся только ужаснее. У меня есть что рассказать о полковнике Хансе Ланда, поэтому без лишних церемоний начнем. И начнем мы с внешности злодея. По ходу фильма Ханс всегда одет в униформу. Пока просто примите это к сведению. Да, униформа не редкость для мужчины его должности или любого другого чина в армии или СС. Каждый солдат, которого мы видим в фильме, будь то фоновый персонаж или нет, одет в форму. Эта так называемая норма служит для дополнительного устрашения нас, зрителей. Граждане Парижа, уверен, тоже смотрят на нацистов в униформе без особого удовольствия. Но вернемся к Хансу. Он ухожен и красив, хотя он довольно просто выглядит в своем облике, но одновременно явно источает зло. Теперь я хотел бы провести вас сквозь каждую сцену, где он появляется, чтобы вы уловили именно то, что делает его настоящим злодеем. В этих сценах я буду показывать отдельные аспекты его личности, манеры и речь, модели, которые по-настоящему покажут товар лицом. В нашей первой сцене с Хансом он демонстрирует две своих самые главные черты личности, которые присутствуют в каждой сцене с ним в этом фильме. Его тщательно продуманные манеры и дружелюбие. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa. Ханс необычайно воспитан. И если бы на нем не было униформы, вы бы вряд ли в нем что-то заподозрили, кроме искреннего и приятного собеседника. Если вы не обращали внимания на его угрожающие движения, не беда. Их действительно легко упустить из виду. И даже если вы их видите, вы можете не до конца ощущать, насколько сильно они источают угрозу. Возьмем, к примеру, его встречу с дочерями Лападит, когда отец семейства представляет его девушкам. Им явно некомфортно его присутствие. Было бы легко списать это на простой дискомфорт от присутствия офицера СС в их доме. Но то, как он смотрит на них, мягко говоря, тревожит. Намереваясь приветствовать девушек, он останавливается на Шарлотте, схватив ее за руку и глядя в ее глаза дольше, чем обычно принято. Когда ему предлагают сесть, его глаза задерживаются на каждой девушке поочередно, после чего его взгляд снова останавливается на Шарлотте, чтобы еще несколько секунд поглазеть на нее. Когда он уселся и Сюзанна подходит к нему, чтобы налить ему выпить, он берет ее за запястье, пока говорит с ней, а затем снова устремляет взгляд на Шарлотту, пока Лападит говорит с ним, что становится причиной тревожного обмена взглядами между Шарлоттой и ее отцом. Когда Сюзанна наливает ему молоко, он осматривает ее с головы до ног. Его взгляд устремляется то на нее, то на стакан, прежде чем он выпивает молоко за один присест. Таким образом, он в состоянии угрожать без каких-либо видимых угроз, физических или словесных. Ему даже не обязательно смотреть на Лападита и говорить, что он может сделать с его дочерями, чтобы тот понял суть. Его присутствие и его движение – это весь необходимый ему арсенал. Его поведение ярко указывает на способность к запугиванию и принуждению, что напрямую связано с его навыками детектива. И этот факт ведет нас к тому, что абсолютно каждое движение он делает намеренно. От того, как он говорит, до того, как он смотрит на дочерей Лападита, все это он делает с сознательным намерением. Вот и еще один отличный пример. Сразу же после того, как девушки покидают дом, в момент, когда Ланда просит переключиться с французского на английский. Я снова перейду на французский и жду, что вы подыграете. Вам ясно? Изначально мы можем предположить, что он действительно исчерпал запас своего французского, но мы быстро осознаем, что это для него просто еще один способ получить преимущество над Лападитом. Этот и другие его трюки ведут нас к концепции, частично определяющей его личность. Это банальность зла. Банальность зла – это концепция, которая изложена в книге «Банальность зла» Эйхман в Иерусалиме за авторством Ханны Аренд.
В этой книге она утверждает, что Адольф Эйхман, человек, который был серьезно замешан во внутренних процессах Холокоста, совершал ужасные преступления по большей части из-за личных мотивов продвижения по службе и достижения успеха в своей профессии, нежели из-за фанатизма, ярого антисемитизма или потому, что он социопат. Она утверждает, что Эйхман, вероятно, являлся антисемитом, но это не было его основным мотивом. Это упрощенное определение термина. Но это также можно рассматривать как утверждение, что зло иногда является побочным продуктом обыденной жизни, а не продуктом злого умысла. Ой, так расскажите же скорее, что вы слышали. Как видно в этой сцене с Лападитом, Ланда вытаскивает свои документы для ведения охоты на евреев в профессиональной и даже деловой манере. Эти действия совпадают с идеями банальности зла, но не полностью. Как отмечает писательница Арендт, Эйхман имел низкий уровень интеллекта. И хотя я считаю, что Ханс больше всего подходит под определение оппортунист и немного антисемит, но он явно противоположен понятию низкий уровень интеллекта. Теперь рассмотрим эти понятия более детально в продолжении сцены. Обожаю слухи. После того, как он закончил возиться с бумажками, Ханс рассказывает, как гордится своим положением, а также своими взглядами о евреях. Именно. Его сбивает с толку тот факт, что Гейндриха, например, выводит из себя то, как его стали называть в Праге. Ума не приложу, чем не угодило прозвище палач. Совершенно очевидно, что он его заслужил. Я же, напротив, люблю свой неофициальный титул, потому что заслужил его. Это снова ведет нас к идеям книги про банальность зла. Ханс гордится заслугами в своей профессии. Его обличительная речь о том, что еврей крысы, а немецкий солдат ястреб, показывает долю его антисемитизма, но в то же время и определенное количество его уважения по отношению к евреям. Когда он достает свою трубку «Калабаш Маршом», трубку, известную тем, что ее также использовал Шерлок Холмс, поначалу моей реакцией был смех, как наверняка и у многих других зрителей. Но в своем первом интервью Тарантино точечно объясняет, почему Ханс использует именно эту трубку. Он утверждает, что на самом деле Ханс даже не курит трубки. Это очередной трюк, демонстрация власти, который он использует в ходе этого допроса. Ланда вытаскивает трубку точно в момент, когда он начинает рассказывать Лападиту, что раскусил его, и уподобляет себя Шерлоку Холмсу, раскрывшему тайну. Можно и я закурю трубку? А это, пожалуй, мой любимый момент во всем фильме. Пока он рассказывает Лападиту о своих находках, мы наблюдаем, как его лицо малейшими движениями превращается из остатков улыбки и учтивой вежливости в жесткую прямую линию с холодными глазами, лишенными милосердия. Именно здесь мы понимаем, что причина, по которой он начал говорить по-английски во время их беседы, на самом деле была уловкой, и Ханс играл с Лападитом все это время. Как я сказал ранее, каждое движение, каждое слово и каждое действие Ханс делает осознанно. Это его способность загнать людей в угол одними лишь словами и хитростью, что вызывает у зрителей мороз по коже. В том же интервью Квентин говорит нам, что каждая сцена с Хансом – это допрос, и мне сложно было бы сказать лучше. Тарантино сравнивает его допросы с театральным представлением, и когда мы вспоминаем сцены, в которых есть Ланда, эти слова подтверждаются. Гипс выглядит свежим, как мой дядя Густав. Когда вы лазали по горам? Вчера, да? Если иметь в виду, что все эти допросы – это шоу для Ханса, то его тактика кажется тщательно продуманной пьесой, написанной и сыгранной самим злодеем. Чтобы завершить с этой сценой, нам нужно взглянуть на две вещи, которые важны для персонажа Ханса по двум разным причинам. И простите мой ужасный акцент, но те два слова – это «аду» и «аревуа». На французском оба этих слова используются, чтобы сказать «прощай», но для разных случаев. Если вы не уверены, увидите ли вы человека вновь, вы говорите «аду», но если вы уверены, что скоро встретитесь вновь, то вы скажете «аревуа», что примерно переводится как «пока я не увижу тебя снова». Это различие важно, ведь когда Ханс кричит «Аревуа Шошанне», он буквально угрожает ей, дав понять, что найдет ее. В следующей сцене с Хансом мы видим его встречу с Шошанной, и все выглядит так, будто он был уверен, что встретит ее вновь. Прежде чем занять свое место, он встречает отпор от Зольнера, и вот что он говорит. Das hat ja verdächtig geklungen wie ein Schütze, der den Befehl eines Standartenführers in Frage stellt.
Oder bin ich da jetzt nur sensibel? Этот момент крайне важен, потому что он еще раз подчеркивает его вежливость и манерность. Он не злится и не обижается, а просто придерживается своей позиции, сохраняя свой тщательно продуманный образ джентльмена. Теперь мы собираемся кое-что выяснить, что горячо оспаривается между фанатами фильма. Знал ли Ханс, что перед ним та самая Шошанна? В начале диалога Ланда настаивает, чтобы Шошанна выпила молока, стакан которого он выпил на ферме Лападита. Второй факт, указывающий на его осведомленность. Он заказывает ей штрудель со сливками, а в то время сливки готовились с добавлением свиного сала. Так что это еще один пинок в сторону героини – заставить еврейку съесть что-то некошерное. А затем он вовсе не доедает десерт и тушит в нем сигарету. Наверное, какой-то сущий пустяк. Этот факт также означает, что он не курит трубку, как он курил в начале фильма, а курит сигареты, что снова подтверждает нашу теорию насчет театральности полковника. Все это сильные показатели того, что он знает тайну ее личности. Возможно, он видел ее фото, и я сомневаюсь, что такой человек, как Ханс, может забыть лицо человека, которого уже видел. Относительно того, почему он не задержал ее в тот момент, также является предметом споров. Возможно, видя неминуемое поражение Третьего рейха, он хочет дистанцироваться от своих прошлых преступлений так сильно, как только может. Возможно, он упивался мыслью о ее страхе в его присутствии и не только в ее городе, но вскоре даже в ее кинотеатре. Или в тот момент он имел дела поважнее и не беспокоился в данный момент о девушке, которую он, вероятно, мог поймать когда угодно. А возможно, он в действительности не знает, кто она. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Помимо того, эта сцена содержит некоторые из вещей, которые мы уже обсуждали в предыдущих сценах, но в меньшей степени. Он все еще использует напряжение, действие и бездействие. В следующей сцене, где мы встречаемся с Хансом, это сцена, где он расследует стрельбу в баре. В этой сцене крысолов осматривает тело Хуга Штиглица. И то, что он здесь говорит, снова отправляет нас к банальности зла. Все, что он отмечает после смерти Штиглица, это факт, что Хуга носит форму выше по рангу, чем он в реальности заслужил. Очевидно, он пытается оскорбить покойного Штиглица, но я думаю, что это определенно отсылка на персонажа из банальности зла. Он продолжает осматривать другие тела и по памяти узнает, кем являются покойные ублюдки, что усиливает идею, которую я предложил в предыдущей сцене. Тот факт, что он действительно мог знать, кем была Шошанна, если бы он уже видел ее фото. В этой же сцене он очень похож на Шерлока Холмса. Он пытается собрать воедино пазл на месте преступления, уделяя при этом большое внимание деталям. Ланда демонстрирует нам, что у него есть мастерство за пределами допросов. Вы наблюдательны. Следующая сцена с Хансом – лучший пример двух понятий, которые мы уже обсуждали. Его склонность играть с теми, кого он допрашивает, и его театральность. Поскольку мы знаем, что он несомненно в курсе, что фон Хаммерсмарк была в баре, это превращает эту сцену в еще большую игру для него. В первой сцене мы увидели, как Ханс разговаривает с Лападитом о том, как ему нравится его неофициальный титул охотника на евреев, потому что он его заслужил. Я же, напротив, люблю свой неофициальный титул. В этой сцене Ланда подтверждает свои слова, наслаждаясь тем, что у него есть возможность играть со своей добычей. Вы же меня знаете, я люблю подразнить. Еще глубже это показано в следующей сцене, где он снова играет с фон Хаммерсмарк. Он мог бы закрыть дверь и немедленно начать душить ее, но вместо этого он решил подвергнуть ее испытанию, чтобы получить последние остатки радости, которые он может испытать, прежде чем убьет ее. Я думаю, что этот эпизод, в котором он убивает Бриджит, не в стиле Ханса. Почему он убивает женщину, которая помогает осуществить заговор, которому он сам собирается позволить сбыться? Давайте на мгновение переметнемся в середину следующей сцены, чтобы детальнее коснуться этого. Когда Альда спрашивает Ханса о фон Хаммерсмарк, тот отвечает, что она получила, что заслужила, и что глупо тратиться на девиц вроде фон Хаммерсмарк. Ей грош цена. Эти слова делают убийство более понятным, так как это указывает на то, что он имеет некоторое уважение к системе, которую он помогал поддерживать в течение стольких лет, и определенную лояльность к своему делу.
Кроме того, последнее замечание о том, что ей грош цена, может указывать на то, что, возможно, это было личной местью на определенном уровне. Возможно, он и фон Хаммерсмарк поссорились в прошлом. Хотя это всего лишь моя догадка. Давайте вернемся к началу этой сцены, чтобы найти еще один пример того, почему Ханс одновременно и оппортунист, и мастер риторики. Ранее в фильме, когда он разговаривал с Лападитом, он упоминал, что любит свое неофициальное звание. Здесь же он говорит обратное, как будто это глупое и преувеличенное прозвище, которое его враги придумали, чтобы опорочить его доброе имя. Он признается в своей любви к своему прозвищу Лападиту, как будто тот либо глухой или уже мертвец. Это еще одна тема, которая вызывает много споров. Убил ли или задержал Ханс Лападита после того, как почти уничтожил семью Дрейфусов? Я считаю, что Ханс сдержал бы свое слово, но я могу ошибаться. Очевидно, что речь Ханса перед ублюдками – не что иное, как ложь. Ложь, которую оппортунист использует, когда видит возможность, из которой он может извлечь выгоду. Ханс использует свое искусство оратора в попытке достичь взаимопонимания с ублюдками. Он использует сдержанную вежливую речь, украшенную американскими фразами, чтобы ослабить их бдительность. Bingo! How fun! И мастерски договаривается о сделке с высшим командованием американской армии, которая освободит его от ответственности. Его красноречивость, умение принуждать и коварство позвляет ему сделать так, что он может отказаться от своей нацистской личности в пользу новой, которая позволит ему прожить мирную жизнь до самой пенсии, как он думает. В нашей заключительной сцене с Хансом мы видим, что то, что вы держите глубоко внутри себя, не всегда так же легко снять, как униформу. Иногда то, что вы есть, оставляет шрамы на вашей душе. И иногда люди чувствуют необходимость сделать так, чтобы эти шрамы были видны всем и каждому. Будь моя воля, ты бы носил эту чертову форму всю свою поганую жизнь. Таким же все эти вещи делают Ханса. Они делают его хитрым красноречивым садистом и искусным сыщиком, который гордится тем, кто он и что делает. Он хищник, чьи инструменты – хитрость и принуждение. Это служит ему для того, чтобы заманить его жертв в ловушки, чтобы они даже не подозревали, что уже пойманы, пока не станет слишком поздно. Он хамелеон, который способен приспосабливаться к любой ситуации. Он ужас в униформе, само присутствие которого предвещает гибель любого врага, случайно встретившегося на его пути. Спасибо всем, что посмотрели этот эпизод анализа зла, и я надеюсь, вам понравилось. Что вы думаете о Хансе? Не стесняйтесь рассказать мне об этом в комментариях ниже. Также предлагайте злодея, о котором хотели бы услышать в новом эпизоде. Я хотел бы сказать спасибо всем своим подписчикам. В то время, когда я записываю это видео, нас уже больше 2000. И я ценю каждого из вас. Если вы хотите поддержать этот канал, я недавно открыл Patreon, ссылку на который вы сможете найти в описании под видео. Спасибо за просмотр и скоро увидимся.